Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такой футляр для очков. Не знаю, как он правильно называется, футляр или чехол. Кто-то называет его очечник, кто-то очешник. Ну, у кого как принято, так его и называйте. Давайте посмотрим на него поближе. Вязать его очень просто. Состоит он из двух квадратиков. Мы вяжем их по принципу бабушкиного квадрата. И потом сшиваем в форме конвертиков. Строчку вот эту я сделала отделочным красным цветом. Такая плоская пуговичка пришита для застежки. Вот так очки туда хорошо помещаются. Очень удобно носить так их в сумке, дома хранить, чтобы они не пылились. Если вам понравился такой чехол, присоединяйтесь. В конце видео мы с вами вместе свяжем такие аксессуары. Для вязания такого футляра я выбрала нитки трех цветов. Такой изумрудный, светло-серый и синий цвет джинс. Ниточка такая не тоненькая. Где-то 1,5–2 миллиметра толщина у нее. Это стопроцентный акрил. Крючком буду вязать 4 миллиметра. Один квадратик я уже связала. Длина стороны у меня получилась 13,5, но если отпарить 14 сантиметров. Сейчас свяжем с вами второй квадратик. Цвета можно менять произвольно, здесь ничего сложного нет. Квадратик вяжется столбиками без накида. Давайте начнем вязать такой квадрат, разберем принцип его вязания и довяжем потом его самостоятельно. Итак, я буду делать квадрат точно такой же, не буду менять по-другому расположение цветов, поэтому начну вязать с ниточки зеленого цвета. Итак, делаем скользящую петлю. Одна воздушная петля подъема, и в кольцо провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. И так вяжем по кругу. Провязали 12 столбиков без накида. Затягиваем петлю, тянем за хвостик и делаем соединительный столбик, вершину первого столбика без накида. Первый ряд у нас готов. Затянем потуже наше колечко, вяжем второй ряд и сразу будем обвязывать кончик, чтобы нам потом его не прятать. Итак, делаем воздушную петлю подъема. И в этот же столбик вяжем столбик без накида. Хвостик обвязываем. Провязали. Теперь столбик без накида в следующий столбик. Две воздушные петли. 1, 2. Это уголок нашего будущего квадрата. И в следующие 3 столбика провязываем по столбику без накида. Не забываем обвязывать кончик нити. 1, следующий столбик, второй столбик без накида и третий. Это вторая сторона квадрата. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. И в следующие 3 столбика снова вяжем по столбику без накида. Провязали 3 столбика, 2 воздушные петли. 1, 2. Снова вяжем 3 столбика.
2 воздушные петли, 4 уголок. На каждой стороне мы провязывали по 3 столбика, а на первой стороне у нас только 2 столбика, поэтому провязываем еще 1 столбик и делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида. Вставляем крючок. Следующий ряд я буду вязать другим цветом, поэтому сразу вытягиваю нитку, серенькая у меня. Делаем соединительную петлю новым цветом. Так мы будем менять нить. Зеленую немножечко потянем. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема и столбик без накида в тот же столбик, куда мы делали соединение. Провязали начальный столбик. Столбик без накида в следующий столбик. И теперь в арку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Вот, сделали 3 столбика мы. 2 воздушные петли, уголок. Столбик без накида в арку, в эту же. Теперь в следующие 3 столбика провязали, и теперь столбик без накида в следующую арку из 2 воздушных петель. Вот по этой стороне у нас 5 столбиков без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида в эту же арку, в следующие 3 столбика и в арку. Еще 5 столбиков провязали, 2 воздушные петли, столбик без накида в арку, в следующие 3 столбика и в арку. Еще 5 столбиков провязали, 2 воздушные петли, столбик без накида в арку и в следующий столбик без накида. Сюда мы столбик не провязываем, это соединение ряда. Следующий ряд я буду вязать снова зеленым цветом. Вот у меня квадратик повторяется, поэтому вставляю крючок в начальный столбик без накида. Берем ниточку зеленого цвета и вытягиваем. Делаем соединительную петлю. Серую немножечко потянем. Затянули. Вот такой квадратик у нас получается. Каждый ряд у нас будет состоять из петель, количество их на 2 больше, значит 3, 5, 7, 9, 11 и так далее, потому что мы провязываем по столбику с каждой стороны в арке. Итак, продолжаем вязать. Сейчас у нас будет по каждой стороне уже по 7 столбиков без накида. Итак, вяжем квадратик до нужного размера. Вот 14 сантиметров будет у нас. Цвета располагаем произвольно в любом порядке, кому как нравится. Ниточки на изнаночной стороне у нас проходят аккуратненько, мы их не стягиваем, чтобы наш квадрат не сжимался. Давайте провяжем с вами 2 квадратика самостоятельно и встретимся, когда будут готовы наши детали. Ну вот я провязала 2 квадратика. Сейчас сразу, пока это удобно делать, спрячем все кончики ниток, отпарю их слегка и будем их соединять. Ну вот наши квадратики готовы. И сейчас начинается самое интересное. Нам нужно их будет соединить, собрать. Сшивать квадратики я решила ниточкой красного цвета. Это у меня мулине. Почему тут
именно красный мне видится этот шовчик. И у меня есть шерстяная, но я решила взять именно хлопок. Ну, если мысль такая пришла, как вы понимаете, ее не остановить. Так, вот я вставила в иголку, уже приготовила. Как мы будем сворачивать наши квадратики? Нам нужно сделать 2 конвертика. Уголочек у нас идет в центр. Второй уголочек и третий. Вот такой конвертик. Вот эти 2 шва нам нужно будет сделать. Так, это первый конвертик. Аналогично делаем второй. Пока еще ничего не сшиваем, просто примеряем. И этот конвертик нам нужно будет вот эти 2 шва соединить. Аккуратненько разворачиваем, если получится. Так. И вот эти 2 шва соединить. Вот такой у нас получится футлярчик, чехол. А это у нас уже будет крышечка нашего футлярчика. Значит, как мы сшиваем? Вот этот шов у нас идет. Значит, вот эту сторону целиком мы можем сшить. Так, ее сошьем. Вот эта сторона также идет, и вот сюда у нас переходит. Вот эту сторону мы тоже сшиваем целиком. Так, это у нас уже будет сшито. Переворачиваем. Это у нас сшито. А вот этот шов потом делаем отдельно. Давайте вместе соединим одну сторону. Например, вот эту. Потом все будем делать по ходу действия. Так, соединяем 2 этих стороны. Так, в этот столбик. Так, чередуем. И наши детальки должны быть в стык, чтобы не было нахлёста никакого. Так аккуратненько соединяем. Следующий столбик сюда выводим. Можно сделать это крючком, но это кому как больше нравится. Почему-то мне захотелось сделать это контрастной ниточкой. Так, мне кажется, как-то повеселее смотрится даже, да? Вот. Ну, продолжаем самостоятельно и сшиваем весь наш чехольчик. Ну вот, я соединила по одной стороне. Так, чтобы ниточку нам не отрезать, мы продолжаем шить вот по этой стороне теперь. И сшиваем вот эти две каемочки. Так. Доходим до этого края. Вот сюда. Вот такой у нас кулечек. Давайте вот так продолжим сюда дальше. Разворачиваемся и шьем вот по этому краю. Когда этот край будет готов, потом закрываем уголок и вот здесь сшиваем. Вот такой конвертик у нас получается. Сейчас нам нужно сделать пуговичку. Я тут приготовила маленькие пуговички. Хочу взять плоскую, чтобы она не царапала наши очки. Сейчас обметаем вот этот край, также иголочкой обошьем. И на конце уголочка сделаем петелечку воздушную, чтобы наш чехол закрывался. Так, давайте
обошьем вот эту сторону. С этой стороны, с обратной. Вот так выглядит чехольчик наш. И обшиваем вот этот край сейчас. Давайте начнем обшивать с этого угла, с верхнего, чтобы потом в конце сделать петельку. И сейчас аккуратненько обметочным швом мы сделаем такую декоративную обвязочку. У нас, конечно, это не обвязка, но можно и крючком обвязать. Вот так обшиваем весь край. Ну вот, я обметала по контуру. Так, и нам осталось сделать петельку для пуговки. Такая пуговка у меня, и чтобы она проходила, нам надо сделать небольшую петелечку. Наверное, вот такого размера будет достаточно. Сейчас я ее обошью по краешку, чтобы она была поплотнее. Так. И вот таким швом в петельку. Сюда и в петельку. Укрепляем нашу петлю для пуговицы. Потом пришиваем пуговичку. Все, чехольчик будет готов. Все, петелечка готова. Пуговичку я пришила. Давайте примерим наш футлярчик. Очки, видите, как хорошо туда помещаются. Вот, все. Аккуратненько и нарядненько. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!